Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Пятница, 23 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, ссылочки будут в описании. Итак, сегодня пятница, накануне католического Рождества, у нас последний рабочий день, последняя сессия. И будем разбираться с тем, что произошло вчера, с тем, что нас ожидает сегодня и какие мысли лично меня посещают по поводу рынка. Итак, первым делом считаю необходимым коснуться экономического календаря и тех данных, которые мы с вами увидели вчера. Да, вчера ВВП США показала положительную динамику. С одной стороны, это, конечно, хорошо для производителей товаров и услуг, потому что товаров производится больше, услуг потребляется больше. С другой стороны, это намекает нам о том, что ФРС в этом смысле может вступить в более агрессивную, ястребиную риторику, потому что сильное ВВП пока не намекает Федеральной резервной системе о том, что наступает, так скажем, рецессия на американском рынке. То есть товаров производится больше, услуг потребляется больше, денег в экономике становится еще больше, соответственно, это не то, чего не добивается. Поэтому, безусловно, на ближайших заседаниях ФРС надо будет прислушиваться к их риторике, к их мнениям, о чем они говорят всем участникам рынка, о чем сигнализируют, и дальше думать о том, что нас может ожидать впереди. Так, это было вчера. Сегодня достаточно тоже насыщенный информационный день, сразу скажу об этом. Значит, большая порция статистики выходит по Америке, начиная с 16:30. Это, во-первых, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление. Значит, затем нас ожидает 18:00 данные по продажам нового жилья. Это все можно посмотреть на сайте investing.com. И, безусловно, все эти новости будут оказывать дальнейшее влияние на рыночную ситуацию, на индекс доллара прежде всего, который мы видим в моменте. Он стоит на уровне поддержки, у нас все та же поддержка 103,5 пункта. Да, вчера мы увидели какой-то динамичный рост, потом коррекция. Сейчас мы видим, что индекс доллара, в принципе, в последние сутки стоит в нулевой отметке, но безусловно, сегодня относительно, конечно, в новостном плане такой активный день, но мы понимаем, что участники рынка уже все головой находятся дома, все находятся в предвкушении праздника, поэтому активность сегодня на рынке может быть заметно снижена. Собственно говоря, фьючерсы американские тоже торгуются практически в нулевой зоне. Я, честно говоря, ожидаю сегодня такой вот вяло текущий торговый процесс. Поэтому в целом ничего такое сильной волатильности не жду по рынкам. Да? S&P идет в рамках все той же волны Вульфа. Да, мы вчера плюс-минус, я писал, что важная зона поддержки $3750. Она же является и серединой нисходящего параллельного канала. Где-то там цена нащупала эту поддержку и отбилась. Соответственно, вчера в моменте это все вызвало одновременное снижение индекса доллара, рост индекса S&P 500, а также Dow Jones. Все это вызвало всплески на криптовалютном рынке. Собственно говоря, мы видели в прямом эфире после 10 часов вечера этот всплеск. Давайте посмотрим доминация. Доминация биткоина. Собственно говоря, стоит имеет сейчас текущую поддержку в районе 42%. Не снижается, не поднимается. В принципе, ничего тут такого знаменательного сейчас не происходит. Да? При появлении импульса уже, конечно, можно будет понимать, куда будет двигаться рынок. Что происходит с доминацией USDT? Треугольник. Все тот же треугольник. Стоим в нулевой отметке, то есть по большому счету также ничего не происходит за последние сутки. Собственно говоря, это видно и на цене биткоина. То есть мы не движемся практически никуда после вчерашнего импульса. Так, посмотрим. Посмотрим, что произошло вчера. Значит, вчера получается всплеск, во-первых, одновременное снижение индекса доллара, всплеск фьючерсов и индексов американского рынка показал такой же динамичный рост по биткоину.
Если посмотреть от всего этого предыдущего роста, мы четко скорректировались на 61 уровень по уровню Фибоначчи, ну и пришли пока к локальному сопротивлению. То есть это опять та зона, которую мы топтали много дней. 16900, 16800 долларов обозначим эту зону вот в текущем, да, ключе. То есть мы опять остановились. Какие сейчас могут быть варианты? Понятно, безусловно, точек входа ни в лонг, ни в шорт нет. Мы можем, в принципе, пойти рисовать запил зоны 27. Это плюс-минус 17200, 17300. Зона магнит может выступать у нас 17567 долларов. Это уровень, сейчас первый подхлип. Но, естественно, об этом можно будет говорить, когда биткоин пробьет это ключевое сопротивление 17061 доллар по этой котировке биржи Binance. В противном случае нас может ожидать и такая картина. То есть мы можем нарисовать вот аналогичную такую двойную вершинку и пойти вниз. Да, разворот может состояться, непонятно с каких отметок и состоится ли он, но такой сценарий исключать нельзя. То есть мы вполне себе можем из текущих отметок начать отваливаться, да, и рисовать новое, скажем так, дно в этой зоне. Либо нас поддержит рынок, и мы пойдем выше. Опять-таки, каких-то точек входа в лонг-шорт сейчас явных нет. Безусловно, если мы будем формировать такую двойную вершину, то единственный уровень, который может намекать о каком-то шорте, это вот зона 50 уровня, да, который может выступать как линии основания этого паттерна, да, и только при, скажем так, его пробое можно мечтать о походе вниз. Понимая, что сегодня последний рабочий день данной недели, и он такой относительно неопределенный у нас, потому что участники рынка опять-таки уже стремятся пойти на заслуженный недельный отдых. В 2 часа ночи закрывается Чикагская товарная биржа, и рынок на выходные уйдет с низкой волатильностью. По большому счету, лично я ожидаю некий боковик. Некий боковик на вплоть до понедельника. Да. Могут быть какие-то, конечно, всплески на каких-то определенных монетах, но в целом по биткоину я пока в данный момент времени не вижу ничего интересного, да, в плане поиска точек входа. Можно посмотреть на коротком таймфрейме, что у нас происходит. Собственно говоря, не формируются никакие не паттерны, то есть мы опять упали в боковое движение. Да, искать позиции в боковом движении, так как было здесь. То есть мы можем запиливать, просто продолжать запиливать какие-то уровни, да, выбивать стопы как сверху, так и снизу. Поэтому в целом ничего совершенно интересного на рынке пока не происходит. Да. То есть, да, у нас появился восходящий импульс. Безусловно, самые интересные уровни на данном этапе это зоны слома этого тренда нисходящего. Давайте их посмотрим, где они смогут быть. Наиболее интересные уровни. Это вот эта точка, которая... Сейчас мы выделим другим цветом. Это уровень, обозначу его, да? Уровень вот такой. 16660, 16600 долларов. Это тот уровень, который, в теории может оказать поддержку цене. Потому что здесь мы проходили, опять-таки, без определенных объемов, да, пролетели единственным фитилем весь этот ценовой диапазон, сбили стопы очередные, вчера мы это все видели в прямом эфире. Соответственно, этот уровень остался не проторгован, и, безусловно, он выступает как бы вот зоной магнита, зоной интереса. Соответственно, сверху давит уровень сопротивления. Тот фактически, где мы сейчас находимся. То есть, опять-таки, очень много неопределенности, очень много, что называется, непоняток. Поэтому, лично я пока точек входа в какую-либо сторону не вижу. Я думаю, что другие монеты сейчас смысла нет рассматривать, потому что, можно посмотреть эфир еще. То же самое. Вчера на эфире отлично торговал, лично я. Да, я не ожидал, конечно, такого прострела, такого импульса. Для меня был оптимальный уровень 1200, но я даже не успел закрыться на этой позиции, закрылся только здесь, на верхотуре. Потому что это все было за
считанные, ну, минута, 2-3 там уже не столь важно, да, то есть это был шорт-сквиз, естественно, взяли, вынесли, причем без существенных объемов, то есть не составило покупателям вытолкать цену наверх, снять ликвидность в этих зонах. Ну, соответственно, эфир выглядит сейчас точно так же. Да? То есть мы тут пилили боковик и сейчас упали в этот боковик, то есть без образования каких-то определенных моделей, структур, паттернов. Ну, соответственно, выдумывать себе какие-то позиции совершенно не имеет смысла. Я думаю, что, да, по эфиру точки, опять-таки, наиболее интересные. Сейчас мы удалим объекты рисования. Зоны, да, слома тренда, опять-таки, была здесь, нисходящего. Да, можно нарисовать еще другую динамическую линию. Ну, мы сейчас стоим на 38 уровне, а 38 уровень по FIBA всегда считается уровнем, ну, если тренд истинный и сильный, то он нас может опять-таки с этих отметок разворачивать выше. Безусловно, зоны интересных для покупок, ну, лежат ниже, потому что на данных ценовых значениях пока не интересно. То есть, опять-таки, эфир улетел без проторговки этого уровня, основная зона поддержки опять-таки находится вот на этих отметках. Ну, соответственно, покупать либо ниже гораздо с четким понятным стопом за лоем этой конструкции, ну, либо где-то смотреть уже при пробое основного сопротивления, но опять-таки с учетом того, что выходные впереди, будет ли это, ну, какое-то активное движение на выходных, ну, с учетом того, что в католическом мире праздник и чаще всего происходит снижение деловой активности, скажем, в этот период. Да, есть азиатский рынок, но в последнее время он не так существенно влияет там, на все происходящее. Если посмотреть на том же эфире, какие зоны у нас есть сопротивления очередные, можно сейчас нарисовать некий вот формирующийся, да, диагональный треугольник, как бы, диапазон его достаточно расширен, поэтому куда мы можем спускаться, ну, опять-таки, зона спуска, вот, это является, безусловно, да, границы, они будут иметь значение. Соответственно, ну, краткосрочная картина, то есть мы находимся в середине этого диагональника, ну, выдумывать сейчас опять-таки себе какие-то точки входа совершенно нет смысла. То есть либо брать от нижней границы и тянуть до верхней, либо от верхней к нижней. Как-то так. Все, ребята, рассказал текущую ситуацию по рынку, свое видение. Уходим на выходные. Сегодня был последний обзор на текущей неделе. Ну, соответственно, дальше все общение в рамках телеграм-канала. Всем желаю профита, всем добра, всем удачи. И кто из вас католик, поздравляю с наступающим праздником. Все, всем пока.